Свобода, зима, январь месяц, тепло. Всем привет! Как и обещал, шикарные пляжи, красивые места, прекрасная погода и супер автомобиль Jeep Wrangler Rubicon 4-й генерации, 4-го поколения с модернизированным V6 3,6 литра, новой коробкой 8-ступкой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно. Будет много всего интересного, не только про этот автомобиль, про другие разные. Вот, поехали. Площадочка. И сюда мы заедем сейчас. Ну, мы тут раньше были, поезжали сюда на пляж. Посмотрим, чего тут сегодня. О! Пеликаны разбежались. А он и фламинго опять летает. Ну все. Конструктор для больших дядек. Это базовый конструктор, и Rubicon в базовом исполнении бывает только новым. Потом все каждый год на него что-то ставят, там дорабатывают, нарабатывают, и машина становится неузнаваемой. Повторяюсь еще раз, подписывайтесь на мой канал. Съемка будет и на других пляжах, и в горах, и во всяких оффроудах, броды, речки. Все будет интересно. Погнали. Значит, я сейчас расскажу про конкретно этот автомобиль. Этот автомобиль 2018 года, 4-я генерация. Это американская версия, она отличается от европейской. Тут стоит коробка Part-Time, это жесткое подключение, здесь никакого автомата нет, режима авто нет, но здесь он и не нужен, потому что здесь теплый климат всегда, и здесь нет скользких дорог таких там каких-то, да, чтобы ты постоянно там ездил на полном приводе. Здесь part-time, то есть это он постоянно заднеприводный, но ты иногда можешь включить передний привод, полный вернее привод. Значит, автомобиль это настоящий Rubicon. Почему настоящий? Потому что много я видел как в России, так и в других странах, и здесь в Доминиканской Республике ту же самую Sport Utility или там Сахару переделывают под Rubicon. Переделывают как? Вот шильдики наклеивают, и все, и это Rubicon становится. Нет, это настоящий Rubicon. У него блокировка заднего дифференциала, блокировка переднего дифференциала, блокировка межосевая. У него стабилизатор
поперечной устойчивости отключаемый, то есть его можно отключить. Ходы подвески передней очень сильно увеличиваются. У него раздаточная коробка 4 к 1 или там 1 к 4, кто как знает, да. Это тракторная такая раздатка, это прям можно чуть ли не под 40-45 градусов ползти в гору и за собой еще там тащить кого-то или прицеп. Вот, это конкретно по этому авто. На этом автомобиле стоят нештатные шины, это шины 35 диаметра. Значит, это максимально возможный размер, который устанавливается без всякого дополнительного тюнинга, лифт-пакетов и всего остального. Они не трут ни при каких свесах, там, вывешивании, они не задевают ни за раму, ни за крылья. То есть это вот максимально 35-е колеса здесь стоят. Значит, чем отличается настоящий Рубикон от Сахары и от Спорта? Во-первых, это версия, которая с завода максимально подготовлена для уже оффроуда и бездорожья. У него имеется блокировка заднего дифференциала, блокировка переднего дифференциала, межосевая блокировка, раздатка 1 к 4, то есть понижение в 4 раза. Это такая прям злая, очень мощная раздатка. Это не знаю, там под 30 градусов, 35 градусов можно ползти вверх, еще за собой какой-то там прицеп тащить или кого-то на буксире, да. Вот. У него тяга стабилизатора вот эта вот, она отключаемая. То есть ее можно распустить, отключить, и ходы подвесок будут намного больше. И по геометрической проходимости машина будет намного выигрывать, то есть в разы будет выигрывать. И много всего еще другого. Ну и Рубикон это как бы все равно это считается как бы максимальная комплектация. Там стоит внутри панель уже красного, торпеда красного цвета. Есть монитор большой. Вот. Ну, как правило, это все уже стоит на Рубиконах. Бампер, это на американской версии. Бампера все железные, то есть тут вообще можно спокойно на нем прыгать. Это железные бампера. И еще вот эти вот уголки откручиваются. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 болтов. Уголок откручивается. И это делается для того, чтобы установить сюда большие колеса, чтобы они не задевали за бампер. Мосты. Дана 44 мосты стоят. Это усиленные мосты большие. На Сахаре и на Спорте стоят мосты попроще. И крестовины. Здесь с моста идет крестовина. Здесь не шрус, не шарнир равных угловых скоростей. Здесь именно идет крестовина. Шрус у нас передача крутящего момента за счет шариков. И когда долго эксплуатируется шрус в тяжелых нагруженных условиях, появляется небольшой люфт. Люфтить начинает. И вот этот люфт, когда происходит после образования люфта, когда происходит передача крутящего момента, то крутящий момент передается через один шарик всего лишь. То есть у него получается, он упирается один шарик наискосок, да, и передача через один шарик крутящего момента. А на крестовинах кардана нет такого. То есть тут передача все равно идет через крестовину. Это плюсы, вернее минусы шруса, да. Плюсы шарнир равных угловых скоростей. То есть никаких дерганий, закусываний при сильном вывороте колес, повороте вы не ощутите на шрусе.
Где стоят шрусы, автомобиль более плавно едет и управляется плавно, да. Здесь это такая тракторная система здесь стоит. Она неубиваемая. Она там, если где-то заехали в болото, намотала там на этот кардан какой-то травы, никакого пыльника ничего не порвет, все будет работать. На шрусе, конечно, такого нет. Ну, не знаю, у меня были автомобили со шрусами, практически все. Это первый автомобиль у меня, где передний привод через кардан идет. Ну, дискомфорта я не ощущаю, но какая-то доля надежности, да, она там душу греет, что типа, ну, надежная там система. Ну, такая кондовая. Но на самом деле стояли бы шрусы, я бы и не обиделся. Тоже нормальная, хорошая система. Не знаю, почему они используют карданы до сих пор, но как есть. Дальше я вам расскажу конкретно про этот автомобиль. Какое его отличие от европейских версий. Европейские версии мне тоже очень нравятся, но тут, к сожалению, их вообще нет. Это только американские версии здесь. Значит, здесь легендарный движок стоит Pentastar. 3,6 литра шестицилиндровый. Это не тот Pentastar, который ранее был. В 2016 году его доработали, переработали. Этот двигатель, здесь что у нас поменяли? Здесь изменили, значит, добавили систему VVL. Это система регулировки открытия клапанов. Регулировка открытия клапанов. Значит, здесь клапан может регулировать подачу воздуха в цилиндры, во-первых. Во-вторых, система рециркуляции отработавших газа. Эта система здесь идет с охлаждением. Этим самым инженеры говорят, что добились какой-то там процента какого-то экономии топлива. Далее установили мощные свечи, какие-то там иридиевые, по-моему. Вот, тоже что-то там сэкономили какой-то там процент топлива. И плюс установили новые форсунки. Форсунки старые были с 4 отверстиями, форсунки новые с 8 отверстиями, и лучше идет распыл, соответственно, тоже идет экономия топлива. Вот, ну, я ездил я на старых двигателях, в Пентастарах, да, V6 и на 3.8. Так вот, я скажу, который 3.6 был до 2016 года, он чуть прожорливый был. Вот, этот чуть поэкономичнее, но в принципе моторы очень похожи. Это атмосферник, неубиваемый. Завод-изготовитель на него дает 350 тысяч километров гарантию до капремонта какого-то. Ходят они и до 500, и до 600 тысяч. Я вот смотрел, эти двигатели, они устанавливаются не только на Вранглерах, они ставятся на разных моделях там, группы Chrysler. Ходят они, я встречал и 600, и 650, 700 тысяч километров пробеги на этих двигателях. В принципе, моторы хорошие, моторы работают, неубиваемые, вот, довольно приемистые и, так можно сказать, среднепрожорливые. То есть я не скажу, что они там жрут очень много, да, как бы и немало. Вот. Конкретно этот двигатель в комплектацию, этот автомобиль в комплектацию Rubicon с этим мотором 3.6 6 цилиндров, он кушает примерно по трассе в районе 14-15, не по трассе, извините, по городу 14-15 литров. Это если город без пробок, он такой нормальный, обычный, не загруженный город. Если трассу взять по трассе с такими МТшной резиной, в 10 литров я вкладывался, но тяжело. Обычно где-то литров 10,5, 11,5. С 35 размером шин. Это трасса. Средний расход у меня получается в районе 13 литров. 12-13 литров.
Вот. Ну, это если взять, допустим, пробки какого-то мегаполиса, то там расход будет и 17, и 18. Если постоянно в пробках ехать и дрыгаться туда-сюда. И вот такая ситуация. Так, ладно, по двигателю все. Значит, этот автомобиль оборудован 8-ступенчатым автоматом. Это новая коробка, 8-скоростная. Коробка работает хорошо, переключается быстро. Не DSG, конечно, да, но довольно шустро переключается. Коробка выносливая, надежная. И, в принципе, я думаю, что она будет выхаживать большое количество, большие расстояния без проблем. Значит, смотрите, чем отличается 4-я генерация от 3-го. 3-я генерация, 4-е поколение. 4-е поколение — это совсем другой автомобиль. Их даже некорректно сравнивать с 3-м поколением, потому что тут поменялось, и рама изменилась, и габариты кузова изменились, выросли, и автомобиль стал на 90 килограмм легче. Значит, покажу очень интересную вещь. Вот, смотрите, я тут даже не знаю, куда мне примагнитится. У меня фонарик магнитный. Вот смотрите, на стойку, видите, да? Он магнитится. Дверь не магнитится. Дверь алюминиевая. Рамка алюминиевая. Крыло алюминиевое. Капот алюминиевый. Задняя дверь алюминиевая. А вот заднее крыло стальное. Задний уголок крыла стальной. Ну и потом вам покажу. Задняя дверца тоже алюминиевая. Здесь они добавили очень много алюминия. Плюс, значит, что они еще сделали? Они увеличили угол наклона стекла лобового. То есть, если на 3-й версии стекло более вертикально стояло, здесь стекло стоит с большим углом. База выросла. Сейчас не помню, но я скажу за кадром все параметры. Они просто у меня, я где-то там записывал, у меня записано. Я именно высчитывал разницу, сравнивал габариты 3-й версии с 4-й. Ну да, подросли они. Багажник задний на 10% увеличился. Вот багажник. Ну, сейчас вам расскажу, что у нас по параметрам. Отличие по кузову 4-го поколения от 3-го поколения. Увеличился багажник в среднем на 10%. Автомобиль в связи с использованием алюминиевых элементов стал легче на 90 килограмм. Кузов вырос в длину на 13 сантиметров. Шире стал кузов на 1,7 сантиметров. Вырос в высоту на 6,8 сантиметра кузов. Колесная база увеличилась на 6,1 сантиметра, перешагнула за 3 метра. Колея передних и задних колес стала шире на 2,6 сантиметра. Клиренс автомобиля 25 сантиметров, но это в базовой комплектации. Здесь он выше за счет того, что здесь стоят 35-е колеса. Еще в новом кузове изменилась форма капота. Увеличился угол наклона рамки, это я уже говорил. Передние крылья производители, инженеры изменили. Видите, выдавленные места в передних крыльях. Я читал про это, что этим самым они уменьшили шумность на высоких скоростях автомобиля. Вот именно за вот это выемки в передних крыльях. Итак, про двигатели 6-цилиндровые и 4-цилиндровые турбированные на этих автомобилях. Непосредственно на этом автомобиле стоит 3,6 литра 6-цилиндровые. Но также такие автомобили комплектуются и 4-цилиндровыми моторами турбированными. В основном это европейские версии, они идут только с 2-литровыми 4-цилиндровыми двигателями. Значит,
отличие какое? Мощность у двухлитрового четырехцилиндрового двигателя немного выше, чем у этого. И крутящий момент на пиках выше. Но полка крутящего момента на V6 более гладкая. То есть получается, что я вам сейчас руками так график нарисую. То есть четырехцилиндровый двигатель возьмем, у него идет вот такой пик, и он спадает. Где-то на 3000 оборотов у него идет пик. На этом, это по моменту, на этом двигателе идет полка, то есть она не снизу начинается, она начинается уже вот отсюда где-то, и идет она полка ровная, 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 и на 5000 оборотах она падает. То есть этот график говорит о том, что двигатель V6 более тяговитый, и ему не нужно достигать там 3000 оборотов для того, чтобы турбина его надула и он набрал свою мощность. Мощность у него там с 1300 оборотов в минуту, он уже выходит на свой крутящий момент. То есть если вы едете куда-то в гору, там забираетесь, то на низких оборотах вот этот двигатель более тяговитый, чем новый четырехцилиндровый турбированный мотор. Но зато новый четырехцилиндровый турбированный мотор даст плюсы при использовании автомобиля в городе или на трассе. Вот если вы на трассе идете, да, и вам нужно резко обогнать на машину, обойти какую-то, то турбовая четверка, она будет немножко, конечно, подинамичнее, чем этот двигатель. Вот, короче, вывод такой: если вы в основном используете автомобиль город, трасса, это турбо-четверка. Если вы используете автомобиль вот так, как здесь, пляж, песок, горы, то это однозначно V6. И по ресурсам, конечно, турбомоторы, все знают, что они теплонагруженные, поэтому ресурс у них намного меньше. У этого двигателя ресурс больше. Я где-то читал, прям посмотрел именно заявления производителей, что у них моторы, расчетный пробег у него на 350 тысяч километров. У этого двигателя расчетный. Но эти моторы используются на разных автомобилях, не только на Вранглерах. И я видел такие моторы с пробегом 600 и 650 тысяч километров. До 700, я знаю, они тоже дохаживают. В принципе, проблем нет, потому что это атмосферник, это такой тракторный мотор. Вот так работает двигатель. Звук сейчас в стерео пишется. 2 канала, то есть послушайте. Работает чисто. Это хороший старый, еще старая шестерка Пентастар. Она доработана в 2016 году. Звук отличный. Я специально отключил кондиционер, климат-контроль, чтобы вентиляторы не работали, для того, чтобы сильно не гудели. Сейчас включу на максимум охлаждение, послушайте, как гудят вентиляторы. На самом деле гудят они здесь не очень сильно. На двухлитровых машинах, двухлитровых четырехцилиндровых, там звук, конечно, очень сильный. Звук именно электрических вентиляторов. Вот сейчас слушайте, заработали вентиляторы. Сейчас они работают на полную мощность. То есть, ну, не особо сильно гудят. Не особо сильно шумят. Даже шум двигателя все равно заглушает шум вентилятора. Ну, такое только на Пентастарах 6-цилиндровых. 3.6. Если это двухлитровые, там гудят вентиляторы, конечно, как реактивный самолет. На этом автомобиле применена интересная система забора воздуха. То есть, вот он, смотрите, воздухозаборник. Вот воздухозаборник, вот здесь вот. Он. Получается, если даже нет шнуркеля, вы можете ехать вот по крылу. Вот по крылу это брод преодолеваемый. Если даже вдруг вода перехлестывает через крыло и попадает в воздухозаборник,
она попадает вниз фильтра, и фильтр, там есть стоки такие снизу, клапаны, да, часть воды уходит, сливается. Это плюс такой, помогает убрать часть воды. Далее вода идет, заходит сюда, и не доходя до дроссельной заслонки, здесь есть поворот, и тут есть еще один бак. Если даже какая-то часть воды попала, подсосалась двигателем и пошла в сторону дроссельной заслонки, то перед дроссельной заслонки на повороте, как центрифуга, вода откидывается и сливается еще в отдельный ресивер, такой как накопитель, да, и там тоже есть клапан слива. Короче говоря, если вдруг, не дай бог, он немного хлебанул воды, то шанс, что вода попадет в двигатель, очень маленький. Салон, панель. Сейчас все расскажу. Значит, новый дизайн панели. Респект дизайнерам. Неплохо сделали. Красный цвет — это фишка рубиконовская. В Сахаре и в Спорте цвет другой, серый. Ну, на заказ можно сделать любой там, да. Все сделано очень грамотно, эргономика хорошая, в принципе, все удобно. Ну, не знаю, у меня претензий нет. Ну, многие говорят, что неудобен блок управления стеклоподъемниками, да, но это сделано специально для того, чтобы меньше нагружать электроникой двери, потому что двери у нас съемные, снимаются. Здесь идет жгут проводов. Вот здесь идет жгут проводов, и он находится еще в такой лямке, да, парашютная как бы стропа, она является еще предохранителем. Все это дело быстро снимается, поэтому не стали они заморачиваться и сделали по минимуму электроники в дверях. Ну, не знаю, все очень удобно. Единственное в этой машине, что мне не нравится, это механическое переключение полного привода и раздатки. Ну, сделайте уже электронику, там шайбу какую-нибудь, еще там что-то. Ну, все уже делают. Но тут я не знаю, тут еще, вот смотрите, ну, как бы переключить на полный привод еще можно. Ну, допустим, женщине, да, еще можно переключить. Но на раздатку она никогда не переключит на пониженную, потому что очень тяжело, очень жестко переключается. Тут мужик-то не справится. Иногда одной рукой, бывает двумя руками нужно, особенно если машина где-то в накатку, где-то в горку стоит или под горку. Сложно. Ну, вот это вот единственное, только мне не нравится. Остальное, в принципе, все нормально. Ручки удобные такие, прям ухватистые, так ухватил, так ухватил. Нормально все. Да, еще, кстати, вот эта вся приборная панель, почему здесь еще крышечка сделана, это все герметично от дождя. То есть, если вы снимаете крышу пластиковую, вот это все, и полностью, и если пошел дождь, если вдруг залило тут все, машину ставите, она высохла, все нормально. Ну да, сиденья, конечно, намокнут, нужно будет их сушить. Но, по крайней мере, приборы все останутся целые, ничего тут нигде не зальет. То есть это тут принцип такой, как на мотоциклах, герметичность против воды. Еще одна фишка рубиконовская, кто не знал, вот она, дырочка, это для слива воды. Если вы помыли машину, то открываете. Тут на самом деле со шлангом можно помыть, или там где-то вы вброд проезжали и случайно зацепили воду, то вот открывается вот эта вот резиночка, там стоит клапан, и вся вода сливается на улицу. Ну, такая фишечка. Есть такие отверстия только в Рубиконах, ни в Сахаре, ни в Спорте таких сливов нет. Как определить, перед вами настоящий Рубикон или
Это какая-то там Сахара или Спорт с рубиконовской наклеечкой. Здесь, в Америке, в Латинской Америке, в странах Латинской Америки, в частности в Доминиканской Республике, очень много машин. Все с Рубиконом, все Рубикон, абсолютно все, это все Рубикон, потому что наклеечка такая стоит $5 на eBay. Вот. Но я специально камеру поставил в этот уровень. Посмотрите, фендер, крыло и уровень капота, где капот закрывается. У нас крыло получается даже чуть выше, чем уровень самого капота. Вот это настоящий Рубикон. Это фендеры стоят специально. Автомобиль подготовлен, и фендеры, соответственно, такие же. Под большие колеса. Сюда можно ставить колеса большого размера, и они нигде не будут задевать за крыло. Ну, бампера, я про бампера уже говорил, что бампера — это американская версия. Они здесь съемные уголки, для того, чтобы можно было большие шины поставить. Ну, в Европе, я так понимаю, что они запрещены, тем более в Европе бамперы пластиковые, пластик обтянут пластиком. Здесь это железные бампера, то есть тут на нем можно прыгать, скакать. Ну, это железный бампер, неубиваемый. Задний, кстати, тоже железный. Почему я люблю Рубикон в больших мегаполисах? Смотрите. Видите, отметка. Раз. Отметка. Два. Это не я притирался. Это на парковках и в супермаркетах. Отметка. 3. Ну, вот это вот я приехал, да, 4. Это в горах лазили, снесло на камень и об камень цепанулся. 5. Вот так тут ездят. И здесь не только в Доминиканской Республике, вообще во всей Латинской Америке культуры вождения вообще нет никакой. То есть тут все ездят как хотят, и прав тот, у кого больше прав. У кого больше машина, тот и прав. И у кого более крепче машина, тот и прав. Ну что, поехали, попробуем. Вот так можно позажигать иногда. Я говорю, вот так можно позажигать иногда. Вот смотри.
gun. The feeling we chase, I'm wide awake. Take me away now. 'Cause I won't go down the same old path again now. No, I've been running out of air, so let me catch my breath. Feeling I've got's making me crazy. If I'm having a good time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive. Don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy, making me crazy. So I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive. Give me some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my love. You drive me crazy, tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, yeah. Вот, ребят, я заполз, наконец-то нашел такую ямку, чтобы показать вам ход подвески. Смотрите. Заднее колесо ушло практически в арку, коснулось даже пластика внутри арки. Потому что 35-е колеса большие, коснулось пластика. С этой стороны заднее колесо, оно вообще выпало. Переднее колесо тоже ушло в арку, а левое переднее колесо вообще вывесилось. Вот, поэтому смотрите, левое переднее колесо вообще висит. То есть по тому, как оно вывесилось, вы можете понять, насколько большой ход подвески с разомкнутой тягой стабилизатора.
Вот так, ребят, покатались немножко по оффроуду. Ну, тут даже не оффроуд, тут нет такого сегодня оффроуда. Там, ну, была там сильная грязь, что я залез в эту грязь, но она песок с глиной и отмывается очень тяжело. Просто мне жалко было машину, не стал я ее пачкать. Вот. Покатаемся еще по горам, по оффроуду. В следующем видео обязательно подписывайтесь. А вот, чтобы не пропустить, сделаю я прям конкретно оффроудовую поездку, потому что вот куда мы сейчас выехали на пляж, тут нет особого оффроуда. Единственное, что тут я нашел канавку, и теперь вам хочу показать ход подвески. Какой он, ну, большой, да? То есть вы понимаете, что насколько при отключенной тяге стабилизатора, насколько хода, какие большие подвески. Вот, чтобы забраться сюда, пришлось включать все блокировки полностью, иначе она буксовала и без блокировок не заезжала. Вот, так что всем пока, пишите свои комментарии, и я буду рад ответить на любые ваши вопросы по этому автомобилю, да и по другим. Вот, так что ждите следующих видео. Будут следующие видео, там я более подробно расскажу про то, как снимается крыша, как она, где ее можно хранить, сколько времени понадобится для снятия крыши, какой инструмент и сколько человек нужно, чтобы снять крышу. Вот. Ну и покатаемся без крыши тоже по пляжам, по горам. Все, всем пока. Едем, машинку поснимаем, раннее утро, встали в 5 утра, только рассвет, до пляжа сейчас доедем. Самое красивое место, самое дичайшее место, никого там нет, ну, 90 километров. Ну, зато там есть где поснимать. Да, все, едем. Пробки, выбираемся из города, никак выехать не можем. То, как попадем на пляж, на шикарный, вот там мы погоняем и машинку нашу проверим. Ой, ой-ой. Пеликаны, не пеликаны, эти, фламинго кричат. Ой. Что-то не получилось. В песке, блин. Так, подожди, сейчас надо лечь нормально. О! Держите меня, 300 человек. Прикинь, здесь что произошло? Тут зонт стоял, налетел вихрь, ураган такой, прям крутящийся такой. Поднял зонт, и он теперь у нас там плавает. Сейчас я за ним полез. Розовый фламинго для заката. Вырвало аж прямо из земли. Он так там мертво стоял. Прям вырвало из земли. Фух. Ой, извините.
думаете? Вот так вот. Такое тоже бывает. Да, сейчас потрепано. Сказать. Не потрепан, все будет нормально. Сейчас он пусть подсохнет немножко. О, Ты записал? То, что тогда шел. чё, Ну, до этого, когда... как вихрь? Не, я смотрел, как раз у меня не получилось записать.